22 августа 1985 года авиалайнер Boeing 737-200 авиакомпании British Air Tours совершал чартерный рейс 328 по маршруту Манчестер-Керкира. На борту самолета находились 137 человек. Boeing 737-200 совершал чартерный рейс из Манчестера, Великобритания, в Керкиру, Греция. Вылет производился из аэропорта Манчестера. Предполетная подготовка самолета, а также следование до взлетно-посадочной полосы прошли в штатном режиме. В 6 часов 12 минут утра, получив разрешение диспетчера, экипаж начал разгон по взлетно-посадочной полосе. Управление взлетом осуществлял второй пилот по предварительной договоренности с командиром. Двигатели работали в максимальном режиме. Авиалайнер нормативно набирал скорость. Как в это время экипаж услышал хлопок. Командир тут же принял решение о прерывании взлета и начал торможение. Запустил реверс и применил воздушные тормоза. В этот момент скорость самолета уже составляла около 235 км в час. Одновременно второй пилот максимально воздействовал на колесные тормоза. Заметив это, командир приказал не блокировать тормоза шасси, предполагая, что хлопок мог быть вызван лопнувшим колесом. Второй пилот стал тормозить прерывисто. Спустя 9 секунд скорость самолета упала до 160 км в час. В кабине экипажа зазвучала пожарная сигнализация, сообщавшая о возгорании левого двигателя. Из кабины они не видели силу пламени, тогда как пассажиры наблюдали вырывавшийся из двигателя интенсивный огонь, жар от которого приводил к возникновению трещин на стеклах иллюминаторов. Внутрь самолета начал просачиваться дым. Экипаж объявил пожарную тревогу и доложил об этом авиадиспетчеру. Через 45 секунд после хлопка рейс 328 остановился, свернув перед этим на рулежную дорожку. Огонь продолжал набирать силу. Под воздействием огня росла и температура, и плавились иллюминаторы. Движимые страхом пассажиры, находившиеся в хвостовой части самолета, вышли в проход и хотели двигаться вперед, но были остановлены объявлением бортпроводника. Командир объявил эвакуацию со стороны правого борта, так как огонь распространялся от левого борта. Сразу после остановки самолета экипажем была запущена пожарная система левого двигателя и был остановлен правый двигатель. Пока лайнер двигался, в салоне дым практически не накапливался, однако сразу после того, как он остановился, хвостовую часть салона начал быстро заполнять густой черный дым. Затем он по потолку продвинулся к носу и, достигнув перегородки, спустился на пол и начал заполнять весь пассажирский салон. В салоне началась паника. Первыми выскочили с мест пассажиры, сидевшие на задних рядах, и устремились в среднюю часть фюзеляжа, где воздух был еще чистым. Они спотыкались, падали в проходе, вынуждая других перебираться по спинкам сидений в середину салона. По словам очевидцев, люди выли и кричали, но практически не двигались вперед и мешали друг другу. По словам выживших, от вдыхания дыма чувствовалось жжение и боль, сразу вызывая удушье. Они пытались использовать одежду или руки в попытке фильтровать дым, а другие просто задерживали дыхание. Пассажиры чувствовали сонливость и были дезориентированы, пытаясь продвигаться в сторону выходов вдоль сидений, когда их толкали и пихали. В таких условиях даже пассажиры в носовой части старались продвигаться вперед по спинкам сидений, избегая перегруженных проходов. Бортпроводники пытались организовать эвакуацию, успокаивая пассажиров и пытаясь не допустить беспорядочного перемещения по салону. Когда самолет остановился, командир, выглянув из окна, увидел вытекающее из левого двигателя авиатопливо и стремительное увеличение площади пожара. Поэтому он приказал производить эвакуацию с правой стороны, а затем после выполнения предусмотренных инструкций и процедур, пилоты покинули самолет через аварийные выходы в кабине. Пассажирский салон имел 4 основных двери, 2 в передней части, 2 в задней и 2 аварийных выхода над крыльями. Правая задняя дверь была открыта одной из стюардесс еще во время движения, однако ею впоследствии никто не воспользовался, а обе находившиеся в хвосте стюардессы погибли. Даже сидевшие в хвостовой части пассажиры не знали об открытом выходе и стремились к носу самолета. Передние выходы стали открывать только после остановки самолета. Старший бортпроводник
Сначала попытался разблокировать переднюю правую дверь, но ее заклинило, и тогда он открыл левую дверь. Огонь находился на достаточном удалении, поэтому через эту дверь начали выводить людей. Затем бортпроводник вернулся к правой двери и после нескольких попыток сумел ее открыть. Таким образом, в передней части самолета использовались сразу два выхода. С каждой минутой дым становился все гуще и более едким. Вскоре существенно упала видимость. Было видно не дальше нескольких метров. Когда дышать стало практически невозможно, оба бортпроводника покинули самолет. Как впоследствии установило расследование, большинство выживших выбрались именно через передние двери. Еще 27 человек спаслись благодаря открытому правому аварийному выходу в середине салона. Вскоре из-за пожара произошел разлом фюзеляжа в районе задней кромки левого крыла, после чего хвостовая часть упала на землю. Практически все выжившие покинули самолет самостоятельно, а многие до прибытия спасателей. Всего в катастрофе выжили 82 человека, 77 пассажиров и 4 члена экипажа, оба пилота и 2 бортпроводника. Пожарные вошли внутрь самолета спустя 7 минут после его остановки. Они воспользовались передней правой дверью. В этот же момент раздался взрыв, который выбросил одного пожарного из фюзеляжа. Впоследствии он был госпитализирован с травмами. В целях безопасности спасателями было принято решение не входить в салон до ликвидации огня. При этом борьба с огнем осложнялась тем, что расчетам за водой приходилось ездить на пожарную станцию, потому что в ближайшем гидранте она была отключена из-за технических работ на водопроводе. В 6 часов 21 минуту к месту катастрофы прибыли городские пожарные расчеты, а в 6 часов 26 минут пожарные снова вошли в салон. Через 33 минуты после остановки самолета, в 6 часов 46 минут, в передней части самолета был найден последний выживший пассажир. В бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован, однако через 6 дней он скончался в больнице. В катастрофе рейса 328 погибли 55 человек, 53 пассажира, включая умершего в больнице, и 2 стюардессы. Еще 15 выживших пассажиров получили тяжелые травмы. Окончательный отчет расследования был опубликован в декабре 1988 года. Согласно отчету, основной причиной катастрофы стала техническая неисправность левого двигателя, усталость металла и недостаточно качественное техническое обслуживание. Причина же гибели большинства людей стала недостаточная подготовка экипажа к действиям при пожаре. Эта катастрофа привела к ужесточению требований по противопожарной безопасности в авиации. Было установлено, что левый двигатель перед установкой на борт прошел техническое обслуживание, в ходе которого была установлена кольцевая камера сгорания от правого двигателя. При этом двигатель-донор в сентябре 1983 года был выведен из эксплуатации в связи с регулярными сообщениями о повышенной температуре выхлопных газов и визуальном повреждении компрессора. Стенки его камеры сгорания были частично повреждены, однако она была признана ремонтно-пригодной. Поэтому к 16 ноября 1983 года камера сгорания была отремонтирована. По сохраненным рентгенограммам уже после катастрофы следователи обнаружили, что стенки камеры сгорания имели многочисленные трещины, некоторые из которых достигали в ширину до 25 мм, а в длину до 160. При этом выяснилось, что часть трещин появилась в результате предыдущей эксплуатации двигателя донора, а часть из-за некачественной сварки при ремонте. Впоследствии в шве были обнаружены пустоты, трещины и инородные включения. В ходе эксплуатации отремонтированный двигатель неоднократно привлекал внимание экипажей. Стюардессы Джоанна Тофф, Шерон Форд и Жаклин Урбански были награждены медалями королевы за отвагу. Форд и Урбански посмертно. Кроме того, в 1988 году они, а также старший бортпроводник Артур Брэдбери, получили награду за героизм от Фонда безопасности полетов. Смотрите также. 19 августа 1980 года авиалайнер Lockheed L-1011 TriStar авиакомпании Saudi Arabian Airlines, выполнявший плановый рейс 163 по маршруту Карачи, Эр-Рияд, Джидда, после обнаружения задымления и пожара вернулся в аэропорт вылета Эр-Рияд. Из-за ряда фатальных ошибок экипажа и наземных служб
полностью сгорел с пассажирами на борту. Друзья, мы создали новый канал «Планета катастроф», где мы рассказываем об экологических, техногенных, а также катастрофах по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.